Так, ну еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши светличные игры и начинаем новый цикл, вроде бы. Ну, потому что мы с рыбкой закончили. И теперь пойдем по другим изделиям, по другим технологиям, по другим возможностям светличного синтеза. То есть мы здесь будем разбирать технологии, которые позволяют делать изменения в реальности для того, чтобы можно было в этой реальности быть не зрителем, да, то есть чтобы жизнь проходила не зря, а чтобы мы могли творчески вносить свой вклад не только в ту деятельность, которую видно, а еще в ту деятельность, которую не видно. То есть есть видимый мир, есть невидимый мир, и вот невидимый мир, он значительно разнообразнее и во многом интереснее, и он определяет на самом деле этот видимый мир. Если мы не предполагаем, что он есть, у нас одни цели и задачи. Если предполагаем, то они могут быть совсем другими, и совсем другим образом мы можем в этой жизни реализовываться и предъявляться. И вот мы тут затронули тему, которая началась на самом деле значительно раньше, со сказки, которую мы разыгрывали с золотой рыбкой, тема потока, которую у нас Алексей как-то тут затронул. И вот эта тема потока, она достаточно важна. Почему? Потому что мы все существуем в этом потоке. Другое дело, что мы не постоянно в нем, да, то есть мы то зайдем, то выйдем, то зайдем, то выйдем. И вот такая получается жизнь, как синусоида, да, то есть синусоида, которая то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И получается, что мы после радости неприятности имеем по теории вероятности. Так вот, вопрос возникает в том, как вот этот поток удерживать, в нем находиться как можно дольше, и чтобы этот поток нас мог нести туда, куда нам надо, а не туда, куда могут нас вести разнообразные искушения этой жизни. Ну и чтобы это влияло не только на наше настроение, но также и на наше благосостояние, благополучие, благонадежность и прочее благо, которое мы можем иметь в результате того, что с потоком мы непрерывно и навсегда. Потому что есть определенные цели и задачи, стоящие перед каждым человеком, ради которых он в этом мире существует, и, вероятно, если мы их не будем выполнять, не будем двигаться в эту сторону, то жизнь нас будет поправлять и, возможно, даже очень строго к нам относиться. Чтобы она была не так строга к нам, надо нам самим стараться упреждать вот эти всякие наезды со стороны жизни, чтобы мы могли вовремя повернуть туда, куда нам надо, чтобы этот поток нас нес легко и непринужденно, чтобы мы чувствовали, что мы делаем все правильно, и то, что с нами происходит, это тоже все правильно, и максимум, что мы можем из этого извлечь, как очередной урок и чему-то из этого научиться. Так вот, жизнь в потоке, она подразумевает, что мы можем вот это вот счастье состояние вызывать у себя сами и делать себе праздник, не тогда дожидаясь, когда кто-то его нам сделает и назначит определенную дату, а чтобы мы могли каждый день делать сами себе этот праздник. И не только себе, но и другим, которые еще не научились это делать, чтобы мы могли для них тоже быть таким маяком, светлым пятном, светлячком. Вот. И светлицы нам в помощь, потому что они как раз способствуют вот таким проявлениям наших светлых ожиданий, светлых состояний, которые на самом деле должны быть естественны и непринужденные. Да? То есть, чтобы с нами происходили различные счастливые случаи, не иногда только, а всегда. Так вот, по поводу понятия потока, опять же, да, то есть, что нам дает возможность в нем находиться. То есть, если мы в нем находимся, что с нами будет происходить? Да, то есть, с одной стороны, это возможность
конечно, хорошо себя ощущать. То есть жизнь в потоке, она подразумевает, что это такое несколько эйфорическое состояние, но которое, оно не вызывает пресыщения, а оно такое, как бы, радость от того, что ты это ощущаешь. Кроме этого, жизнь в потоке подразумевает, что и благосостояние становится таким естественным процессом, не требующим каких-то напряжений, не каких-то таких, ну, как бы, очень больших нагрузок для того, чтобы этого реализовать. А если нагрузки возникают, ну, значит, что-то не так сделали. То есть, если делаем что-то не так, ну, значит, где-то вот с потока соскочили. Ну, и надо быстренько опять на него вернуться, вспомнить, как это хорошо, и продолжить в нем находиться. Но на самом деле вот ощутить поток и ловить поток – это ну, не совсем простое занятие. Почему? Ну, потому что мы не просто в потоке находимся, да, то есть если это поток, он и проходит через нас, да, то есть он нас начинает как-то двигать, этот поток, с одной стороны. Но с другой стороны, так как мы разумная единица, да, кроме этого у нас есть тело, душа и разум, мы этот поток сами с собой, своим светом начинаем модулировать. Да, то есть, и дальше он, пройдя через нас, он уже становится другим. И через этот поток, на самом деле, через эти состояния мы можем взаимодействовать с другими людьми и на вот этих вот потоковых состояниях создавать что-то общее. То есть как части этого потока, которая позволяет, ну, вот, используя термины биоинтернета, то есть как сетевые возможности, проявлять себя как некая такая не локальная штука, да, то есть как бы вот когда ты маленький, от тебя ничего не зависит, а ты уже становишься таким большим, многообразным и находишься в каком-то общем деле, которое нужно всем, а не только тебе. И чем больше вовлекается в это дело людей, тем интереснее, радостнее все они живут, потому что это вызывает у них чувство единения, понятие счастья. Да? То есть если ты с частью чего-то такого большого, ну вот оно и есть это счастье, потому что ты не один и никому не нужен, а вместе. Человек – это общественное животное, скажем так, да, то есть которое как раз ищет этих возможностей. И именно из-за того, что человек имеет возможность взаимодействовать не только с самим собой, это служит стимулом развития. Потому что вот еще в 60-е годы прошлого века в институте Стеклова была доказана чисто математически теория развития, которая показывает, что для того, чтобы развиваться, нужно хотя бы еще и одного человека иметь. То есть если в одиночку, как бы, это очень сложно. То есть тогда весь мир должен быть, как бы, по отношению к тебе учителем, а если есть два человека, они друг друга начинают развивать очень легко и непринужденно. И это называется эксперт-операторное взаимодействие. Когда один задает движение другого человека, другой человек является отображением, потом, наоборот, тот человек задает движение этого человека, он является оператором и этим экспертом. То есть эксперт – это тот, кто отображает мир. Но какой мир отображает эксперт? На самом деле он отображает мир структур, о котором мы все время говорим. То есть есть мир структур, и мы можем взаимодействовать с этим миром через вот эти структурные взаимодействия. И наше световое тело как раз обеспечивает связь с этим миром структур. И мы, как световая единица, можем с ним легко взаимодействовать и проявлять в своих движениях вот этот мир структур. То есть мы, опять же, используя термины теории физических структур, подразумеваем, что есть вот наша реальность, которую мы все можем воспринимать, и есть этот мир структур, который вот определяет характеристики нашей реальности. И поэтому, если мы не просто являемся отображателями чего-то, да, отображателями мира структур, то есть мы напрямую тогда с ним начинаем взаимодействовать. И вот это вот непосредственное взаимодействие через взаимодействие эксперта и оператора позволяет еще реализовывать некие синтезные вещи. Да? То есть мы можем не только отобразить структуру, которая где-то существует, а создать новую структуру. Ну, понятие новое, может быть, это хорошо забытое старое, но которое в этом мире еще не проявлено. То есть в реальности этой структуры еще нет. Но эта структура может соответствовать нашим желаниям, да, то есть чаяниям, именно наш, может быть, задачам, которые ставят другие люди.
И вот в этих структурных взаимодействиях можно прорабатывать те или иные задачи. То есть мы можем на уровне эксперта-оператора, да, то есть заниматься вот то, что мы говорим, синтезом, световым синтезом структурных отношений. То есть используя еще биоинтернет-связи, потому что мы все являемся участниками этого биоинтернета, и мы все с этим биоинтернетом связаны. Ну, только на уровне подсознания не очень осознаем. Но если мы начнем это осознавать и чувствовать, да, чувствовать вот эти связи, как некие струны цветовые, которые вокруг нас есть, и которые мы можем трогать своим светом, да, чтобы они звучали, чтобы они создавали некий гармоничный фон вокруг нас, то тем самым мы будем гармонизировать этот мир своим движением. И вот в этом проявлении невидимой этой части, да, то есть формировать как бы другую реальность. И постепенно та реальность, которая есть, будет замещаться на другую, и в ней будет возникать что-то новое, что нам нужно. Ну, что-то вдруг хорошее, вот его не было, раньше нам это не нравилось, а тут вдруг оно поменялось и стало что-то гораздо лучше. Ну вот, чтобы понять, как поток двигает, давайте мы одно видео. Я когда-то его показывал на наших встречах. Мы сейчас его немного глянем. Как поток двигает, допустим, вот такого человечка искусственного. То есть, ну там воздушный поток двигает. Ну давайте посмотрим. Вот. Мы попадаем в райский уголок, как мы видим, да, то есть в этом райском уголке у нас есть фигурка, которая вот колбасится от того, что через нее проходит некий поток. Значит, ну здесь это спонтанное движение, видим, да, то есть как бы, и оно достаточно имеет мало степеней свободы, ну потому что ноги привязаны, да, то есть они не двигаются вообще, двигается только вот некая верхняя часть. Причем она движется, ну, в зависимости от направления светового потока, то есть воздушного потока. Но также можно ощутить световой поток, который от нас может через нас проходить. Но на самом деле через нас два потока идет. Один снизу вверх, то есть из Земли в космос, а другой поток идет сверху вниз из космоса через нас. Говорят, движение – это жизнь. Да? То есть когда мы начинаем проявлять движение, вот эти потоки, то мы тем самым на самом деле формируем новую жизнь. Почему? Ну потому что мы проявляем некое время жизни, то, которое здесь еще не проявлялось. Поэтому вот наиболее, конечно, эффективно понять и ощутить вот эти вот потоки, когда через себя идут, ну, можно в эксперт-операторных взаимодействиях. Потому что тогда поток может задаваться еще оператором. Ну, то есть некий световой поток, который формирует тебе вот это движение. То есть оператор ставит задачу какую-то свою, да, то есть и эксперт ее отображает в своем непосредственном движении. Но именно невидимая часть определяет как раз характеристики структурных отношений. Потому что видимая может быть, ну, какая-то не очень корявенькая, может быть, да, какая-то. Ну вот я тут в этой рассылке прикреплял к ней видео, да, которое, может быть, все и видели, а может быть, кто-то и не видел. Это мы в прошлом году в Бургасе проводили наши игры, и там, ну, вот один из дней, да, то есть в этом дне у нас там было событие, связанное с тем, что это мы выезжали на одну дачу, и там все вместе пытались создать некое общее дело, да, то есть которое бы нас объединяло и формировало нам общий поток, и надо было в этом потоке ощутить свое присутствие. Мы сейчас это немножко коротенько посмотрим, я немного его прокомментирую, это видео. То есть здесь стояла задача понять, где твое место в этой вот в общем деле. Увидеть свое место и принести максимальную пользу. То есть ощутить, где тебя. То есть самые несчастные люди в этот момент были те, которые не могли это ощутить и не могли понять, что же им делать. Потому что никто никого не призывал что-то делать, никто не командовал. Каждый пытался сделать то что-то свое. Вот это вызывало определенное интересное состояние.
И даже погода нам очень благоприятствовала, потому что по кругом ходили тучи, но на нас не капало. Хотя гремел гром, и даже вот мы там видим, в конце этого ролика увидим замечательную радугу. Значит, это вот была первая часть этого дня, а потом мы переступили ко второй части. Пытались уже как бы вот движением отобразить потоки в эксперт-операторных взаимодействиях. И там это выглядело как будто бы кто-то танцует, как будто бы это какие-то такие вот движения в этом танцах мы... Ну, давайте с вами перейдем. Вот. Подготовили площадку, народ расселся, и дальше мы начинаем действие. Да? То есть вот люди двигаются. Это семейная пара из Киева, и они двигаются вместе. Но опять же, это не танец, это вот попытка отобразить в своем движении, в своих взаимодействиях с другим человеком вот этот поток. И в силу этого, у кого это получается, то есть он начинает ощущать вот это вот такое приподнятое настроение, у него появляется ощущение полетности, и он легко чувствует, как ему двигаться. Причем здесь не важно, на самом деле, не очень важно движения, какие делает человек. Ну, не важно с точки зрения, потому что движения могут, видите, быть не очень такие гармоничные, потому что у каждого свой набор движений. И, вот, например, Эмиль, да, он вроде двигается совсем, но такая вот как бы своеобразная. Но на самом деле очень тонко чувствует вот все эти потоки и очень легко в них встраивается. Вот его в Румынии очень крупный бизнесмен, миллионер, у него куча людей в подчинении, сейчас, по-моему, человек уже 500 у него в фирме работает. Вот. А вот девочка, которая хорошо может двигаться, да, то есть это она балерина, и поэтому у нее, соответственно, диапазон движений совсем другой. Но это тоже, опять же, не танец, это спонтанное вот отображение потока, который ты пытаешься поймать. Видите, радуга такая замечательная у нас была. То есть как некий знак, что... Сам, когда вот только начинал, мне было совершенно непонятно, чего такое, как это вот, как бы, все кто-то чувствует, а я что-то ничего не чувствую, не понимаю. Но когда сам вошел, когда через оператора начал ловить поток, именно который задает оператор, это очень своеобразное ощущение, когда ты двигаешься, можешь на себя смотреть как бы со стороны. То есть тело само знает, что делать, и ты как бы слушаешь и удивляешься. Ну, нифига себе, думаешь, какое движение ты сделал. Я ж никогда такого не делал. Тем более в голове какие-то образы вдруг начинают появляться, ты их начинаешь отображать еще за компанию, а не только как бы просто слушая тело. Да? То есть начинаешь играть какие-то роли в этом движении, которые могут меняться тут же от одной роли к другой. И вот это вот состояние, оно как раз очень интересно тем, что в этот момент ты можешь проработать кучу всяких своих собственных проблем, с одной стороны, да, с другой стороны порешать какие-то собственные задачи, и одновременно, так как есть еще другие участники, да, то есть отобразить решение их задач. То есть это такой, опять же, получается структурный синтез, в котором каждый может найти что-то свое. И главное, что повторить это движение вы никогда не сможете, как бы вы ни старались. Поэтому здесь мы видим что? Здесь мы видим проявление новизны. То есть это творческий процесс, который мы называем светотворчество, а также время творчества. Потому что вот таким образом можно создавать новое время жизни. Ну, если научиться этим делать, этим заниматься. Но понятно, что как бы вот за день-два там семинара, когда человек попадает к нам на один день или на 2 дня семинара, это достаточно сложно. Можно почувствовать, но освоить эти техники, ну, чтобы они практически могли в жизни можно было использовать, достаточно сложно, потому что надо еще практиковаться и надо еще пробовать и пробовать. Ну вот мы вот такие игры делаем для того, чтобы можно было попробовать что-то еще вот самому. То есть это у нас такой, получается, Бионет-клуб, через который мы пытаемся вот эти наши идеи
продвинуть, потому что светлицы — это инструмент, да? Инструмент, который позволяет активировать наши световые связи. И насколько мы его хорошо можем использовать, будет зависеть на самом деле наша жизнь. Потому что одно дело пассивно носить в кармане светлицы, другое дело активно применять их для изменения этого мира. Но опять же, мы это можем делать только через изменения, которые мы проводим в себе. Да, то есть через собственные ощущения, через собственные состояния, которые мы в себе можем находить. А не так, что как бы я сейчас сам я останусь таким же, как и был, а всех сейчас все переделаю. То есть это, к сожалению, не получается. Да? То есть технология эксперт-операторных взаимодействий предусматривает, что есть 3 принципа, да, которые должны быть реализованы, когда мы взаимодействуем с миром через эксперт-операторное взаимодействие. Какие принципы? Ну, первый принцип — это принцип контакта. Да? То есть мы должны контактировать с тем объектом, с которым мы налаживаем связь. Да? То есть второй — это принцип симпатии. То есть нам этот объект должен быть хоть как-то симпатичен и не вызывать отвращения, не вызывать желания убежать, потому что если это так, то ничего хорошего из этого не получится. Зачем нам лишнее напряжение? И это важно как бы вызвать обоюдную симпатию, да, чтобы мы были симпатичны этому человеку, с которым мы взаимодействуем, и он нам. И тут на самом деле внешнее не играет никакой роли, потому что мы можем настроиться на душу человека, да, то есть на его разум, на его ментальные состояния какие-то, и тем самым их и отображаем. Поэтому, когда мы работаем со светлицами, то нам надо обязательно, конечно, говорить в первую очередь о биосвете, который у нас есть и который мы с помощью светлиц пытаемся сделать более плотным, более ярким, для того, чтобы мы через этот свет смогли начать вот это вот взаимодействие. Но достаточно этого и недостаточно. Почему? Ну, потому что этот свет может, например, до другого человека не доходить. Из-за чего? Ну, потому что его биокристалл слишком мутный, слишком грязный, и он не пропускает этот свет в себя. Поэтому обязательно в процессе эксперт-операторных взаимодействий будет наблюдаться очистка этого кристалла, то есть он будет становиться более прозрачным, то, что называется просветление. Да? То есть надо, что такое просветление? Ну, значит, вот этот свой кристаллик жидкий надо сделать прозрачным, чтобы свет входил в тебя и сходил в другого, чтобы вы могли взаимодействовать и накапливать этот свет. Для чего накапливать свет? Ну, для того, чтобы вы могли стать биолазером. То есть вы накапливаете, накапливаете, накапливаете свет, а потом излучаете его как лазер. Потому что тогда вы вот этот синтез и можете делать на биолазерных взаимодействиях. Если вы светитесь как лампочка, ну, во все стороны разные, то есть это одна мощность, которую вы можете излучать. Но при той же самой мощности вы можете сделать биолазерное излучение, сконцентрироваться, да, то есть и направить его в нужную сторону, и получить совсем другой результат. Создать связь совершенно другого уровня. И вот когда возникают биолазерные связи, то тогда начинается то, что называют биолазерным обучением. Это через эти биолазерные связи можно перебрасывать качество, да, то есть можно обмениваться не только информацией как бы вербальной, но и невербальной. Когда человек взаимодействовал вот через биолазерные связи, и вдруг у него возникло некое умение, то, чего он раньше никогда не делал. Ну, это он раньше никогда не писал стихи, вдруг начал писать стихи. Никогда не умел рисовать, вдруг начал рисовать, и у него стало хорошо получаться. Да? То есть, или вдруг заговорил на каком-то иностранном языке, легко и непринужденно. То есть это зависит от степени вот этих лазерных связей, которые мы можем включить. И вот когда такие биолазерные связи включаются, мы получаем возможность создавать локальные сети, биосети. Да? То есть локальная биосеть создает нам возможность быть уже не одиночным объектом, да, то есть, а быть вот этим участником множественных связей, да, и участвовать уже как бы в общей коллективной жизни как сетевой объект. Ну, это такой вот паучок локальный, да, через который множество световых паутинок проходит, и мы по этим паутинкам получаем не только знания, да, но и энергию. Но мы не только их получаем, но и излучаем одновременно. Да, то есть мы делимся своим собственным светом, и с нами делятся другим светом. И идет такой световой обмен постоянный.
Если мы начинаем вот ощущать вот эти биосетевые связи, то в этот момент у людей появляется возможность как раз вот этого биолазерного синтеза. Ну и поэтому, естественно, мы говорим, что легче, проще всего этому научиться на семинаре. Но чтобы вот мы могли хоть начать с чего-то, мы можем сейчас попробовать прямо вот здесь, не сходя с места, что-то сделать. Значит, какие вопросы есть? Благосостояние – это когда у тебя состояние благости, да, то есть на душе, с одной стороны, а с другой стороны, благосостояние, говорят, о, у него большое благосостояние. То есть у человека, как говорят, богатство, да? А богатство – это от слова Бог. Если у нас есть некие божественные связи, которые мы можем использовать, то у нас все будет хорошо, как у того Авраама, у которого, как говорят, он жил под Богом, и поэтому у него были тучные стада, у него все росло на полях, и он не знал никаких невзгод. То же самое касается и людей. Если человек может существовать в потоке, у него тогда все налаживается, все будет хорошо. Это как бы мы говорим о том, что часто человек говорит только о потоке денег. Да, то есть мерилом как раз является, есть у тебя деньги или нет у тебя денег. Но деньги – это некая обменность, да, то есть это возможность обмениваться энергией. Если мы это делаем неправильно, то у нас появляется некая эфемерность. Они то есть, то их нету. То есть только вот вроде бы были, вдруг опять что-то там случилось. Человек только что был богатый, вдруг уже опять разорился. И сами по себе деньги, они не являются мерилом счастья. Вот Артур написал вопрос. Если у человека состояние, когда ему нужно восстановить здоровье и так далее, ему нужно накопить себе для восстановления, или все-таки нужно делиться, накопление будет идти быстрее? Здесь имеется в виду, что мы диссипативная система, каждый человек. Что значит диссипатив? Через нас все время на самом деле идут потоки. Потоки вещества, да, вот мы взяли вещества, немножко ввели в себя, поток пошел, да. Потоки энергии к нам идут. Это другие потоки. Потоки информации через нас проходят. И поэтому, когда мы говорим о накоплении, мы подразумеваем, что когда идет, чем больше через нас идет поток, да, тем больше в нас в этот момент находится части этого потока. Ну, потому что если мы говорим, вот, например, есть свет какой-то, да, то есть источник света, вот он, допустим, доходит до какого-то объекта, этот свет. И тогда он делится здесь на три части. Одна часть отразилась, да, другая часть преломилась и прошла сквозь этот объект, а третья часть накопилась вот в этом объекте, да, то есть как бы накопленный свет. Если этот объект сильно мутный, все отразилось, ничего не вошло, да, то есть поэтому если у нас есть определенная прозрачность и чистота, тогда свет проходит, может пройти, и тогда он начинает взаимодействовать и накапливаться. Поэтому чем мы создаем чище кристалл, с одной стороны, у нас и здоровье от этого улучшается, потому что мы тогда всякий мусор у нас не задерживается и не искажает нашу структуру. А с другой стороны, мы можем больше накапливать в себе энергию. Вот Серафим Саровский в свое время говорил, что основная задача человека – это стяжание Святого Духа. Ну, что значит стяжание? Да? То есть накопление его в себе. Но опять же, мы не можем его накопить как аккумулятор. Мы можем только обеспечить протекание через себя вот этого потока Святого Духа. А дух может быть разный. Да? Свет может быть тот, который нам не нужен, значит, мы еще должны уметь фильтровать этот свет, какой-то убирать или становиться прозрачным полностью для этого света, чтобы он у нас не задерживался. А с нужным светом взаимодействовать, его накапливать и излучать уже туда, куда нам надо. Поэтому тут как бы и делиться надо, с одной стороны, и с другой стороны, и накопление тоже будет идти тогда быстрее. Поэтому просто говорить, что вот мы накопим что-то, это неправильно, потому что вот иногда у нас были вопросы, когда говорят, вот светлицы нам дают больше, увеличивают нашу светимость. Но ведь если мы больше светимся, мы больше теряем, то есть света больше от нас уходит, ну, значит это у нас вот, когда меньше остается. Но это как вот в том парадоксе, когда больше знаешь, да, больше забываешь. Больше учишь, больше знаешь. Больше знаешь, больше забываешь. Больше забываешь, меньше знаешь. Меньше знаешь, меньше забываешь. Значит, меньше забываешь, значит, больше у тебя знаний. Значит, вот вопрос, стоит ли учиться.
Ну, как бы вот это такой же парадокс со светом мы наблюдаем. Оказывается, и чем больше через нас проходит этого света, чем больше мы можем с ним взаимодействовать, тем больше мы всяких каналов связи через себя можем построить, тем более яркая, интересная эмоциональная жизнь становится у человека, тем больше этого света в нем начинает проявляться. И тогда тем самым, на самом деле, он становится более заметным миру, потому что ну, тогда братья по разуму откуда-то нас смотрят и говорят: о, смотрите, вот он наш пошел, мы наконец-то его увидели. Теперь мы можем с ним взаимодействовать, потому что раньше мы его и не видели, не знали. Или как это, родовая поддержка, да, то есть род увидел своего представителя и может его теперь поддержать. Ну да, это Сократ еще говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Потому что чем человек больше знает, тем он больше понимает, что те знания, которые у него есть, это такая крупица по отношению к тому, что он не знает. И можно сказать, что мы ничего не знаем. Поэтому те люди, которые говорят, что вот, мне как-то один товарищ сказал, что говорит, его знания не позволяют заниматься вот вопросами светлиц, потому что ну, как бы это не входит в его область знаний. Да. Кстати, вот тут у нас родилась идея, что есть люди, у которых интересно проработать какие-то свои вопросы, связанные там с какими-то проблемами, с какими-то, может быть, старыми состояниями или еще с чем-нибудь. Вот, и поэтому мы решили начать такую практику индивидуальных игр. То есть, как бы, да, то есть, но уже не бесплатно, а ну, за какую-то там небольшую символическую плату. Поэтому, если кому интересно, пишите на почту, будем договариваться тогда об индивидуальной тогда встрече онлайн и попытаемся проработать эти вопросы в каких-то вот взаимодействиях такого рода световых, с тем, чтобы можно было от чего-то может отцепиться, а к чему-то хорошему может быть прицепиться, обменяться какими-то качествами, которые так ну, в обычной игре у нас не получается реализовать. Так что имейте в виду, если кому-то это надо, то давайте договариваться. Значит, еще раз опять приглашаю на семинар в Бургас, потому что у нас достаточно там будет времени, чтобы вот эти состояния потока отработать очень хорошо. Научиться взаимодействовать со светом, научиться взаимодействовать через свет с другими людьми. Потому что одно дело, вы взаимодействуете с какой-то узкой областью, в которой вы находитесь, да, ну, в какое-то пространство, с какой-то группой людей вы постоянно общаетесь, это одна среда, да, то есть, а вы попадаете в другую совершенно среду, причем среда световая, в которой все время идут какие-то изменения постоянные, потому что люди все время переходят из одних состояний в другие. И можно научиться находить отношения с другими людьми вот через свет. И получить возможность вот это ощущение потока, ну, сделать его стабильным и постоянным. И через это ну, какие-то новые навыки приобрести, новые возможности. И вот тут отзывы мы публикуем периодически людей, которые у нас уже побывали на семинаре и которые уже могут об этом что-то рассказать. Что для них это было новое, сильное, неожиданно, потому что ну, такого они никак не ожидали. Ну, чего-то. Каждый день, причем это новое, сильное, неожиданно присутствует на это. Если то, что было в прошлом году, на самом деле в этом году все будет по-другому. Мы там сделаем такую метафорическую часть еще игр, в которой можно будет отслеживать свои какие-то новые вещи, свои состояния, прорабатывать какие-то вопросы, которые ну, в обычных средах невозможно проработать. Ну, мы об этом еще напишем. Так, а если старое состояние цепляется с помощью светлицы практику, куда оно уходит? Или оно трансформируется? Ну, на самом деле, если у людей как бы есть по жизни множество каких-то дел, которые они начали, они не закончены. Ну, или как бы не проработаны. И в результате этого там остаются как бы в прошлом какие-то вот такие узелки, которые формируют определенные энергетические
зоны, на которые была затрачена энергия. Поэтому, с одной стороны, когда цепляются какие-то вот такие ненужные связи, эта энергия может быть возвращена человеку, и она к нему поступает как некий дополнительный ресурс, как возможность начать жизнь по-другому. И, с другой стороны, формируется как бы новое прошлое, потому что как мы меняем время жизни, и появляется под вот то новое будущее, которое сформировано, формируется новое прошлое, в котором уже нет вот этих вот каких-то зацепов, старых проблем. И из этого нового прошлого можно достичь чего-то совсем другого, каких-то других новых высот, которые ранее были недоступны. Поэтому тут как бы модель не совсем простая, но потом мы можем ее уточнить, если будет кому-то интересно. Ну что, значит, я предлагаю такую сейчас как бы сделать практику. То есть взять светлицу блага, да, то есть мы о ней говорили, да, то есть и через нее повзаимодействовать с потоком. То есть, ну вот у меня тут благо бриллиант, настроиться на нее, да, но мы будем индивидуально сейчас работать. Потоком, то есть кто-нибудь ставит себе какую-то задачу, как обычно мы это делаем, да, задачу, цель, фантазию, и потом начинаем ловить поток и двигаться. То есть, опять же, формировать эксперт-операторное взаимодействие. Хотя бы вот через наши биоинтернет-связи. То есть, что надо будет сделать? Ну, во-первых, надо будет, тот, кто будет, да, то есть подобрать себе сейчас музыку, под которую вы будете двигаться. Ну, вот у вас есть какая-то, наверное, музыка на компьютере, или можете ее из интернета вынуть. Вот, то есть надо будет включить эту музыку, включить микрофон, чтобы мы слышали эту музыку от вас, да, то есть надо будет встать, да, и начать вот слушать этот поток, который будет формировать, с одной стороны, ваш вопрос, с другой стороны, мы, как операторы, будем на вас смотреть, передавать вам свой поток света, и вы будете еще отображать этот поток. И, соответственно, надо будет начать слышать и начать двигаться в этом потоке. То есть попробовать это, поймать вот это ощущение и его проявить в своем движении. Ну, как вот тот человечек, который вот как-то там двигался, да, то есть, а вы начинаете слышать, где, как этот вас поток ведет. Ну, для этого надо, чтобы мы вас видели, потому что если вы невидимые для нас, то мы никакой обратной связи не имеем. То есть, и мы сделаем под другое, вас будет видно на весь экран. Поэтому, если кто там сильно боится, что его увидят потом где-то, это лучше не надо. А кто не боится, то давайте проработаем. Ну, я так думаю, у нас есть вот люди, которые не боятся, они вот уже перед нами. Вот у нас есть как минимум 3 человека, которые не боятся. Но я думаю, у нас Вежа Саша тоже не боится, просто он покажется в нужный момент. Тем более у него опыт большой уже, эксперт операторных взаимодействий, и он может хорошо в этом даже двигаться. У нас даже на одном из видео он там... вот мы его увидели там как раз на этом. Да, то есть, поэтому нам надо, чтобы, да, вот Надежда как раз у нас уже показывает. Но нам только вы сильно далеко не уходите, чтобы вас видели на экране, да, то есть, а то, когда вы выходите за пределы камеры, мы перестаем вас видеть, и немножко нам будет... Ну, хотя, если вдруг понесло туда, ну, можно там на какое-то короткое время туда выйти. Слышно? Классическое, хорошо.
Давайте следующую мелодию. Еще одну мелодию давайте. Сейчас, секунду. Давайте повеселее тогда что-нибудь. Давайте веселее. Pick up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, 'cause I can't function on my own. And I'll never stop believing the reaper is done. You are the one, the radio is on, but the sound is all gone. And I wanna walk out in the sun. But lately, has been very hard to move. I've got a feeling about you, and I don't really know what to do, 'cause I got a feeling about you. Hey, you. I pick up the phone, I'm dialing the number, my heart like a stone waits for the tone. Oh, I can't make it on my own, and I'll never stop believing. I know what is right, and this is so wrong. Alone in my bed, better off on my own. The TV is on, but the colors are gone. And lately, you've been right in my world. I got a thing about you. I don't really care what you do. I got a thing about you. Hey, you. Спасибо. Да. Мы вам аплодируем. Все. Спасибо. Ну, расскажите, что-то чувствовалось? У меня? Да. Ну, в целом, я к этому, к потоку знаком, то есть движение тела, я как-то уже давно знаю, что это такое, оно двигается само. Ну, заметил тем, что оно легче, вот эта внутренняя радость, она происходит. Как-то, если самому это двигаться, то нужно какое-то время достаточно, ну, минут 10-15, чтобы как-то выйти на поток.
А тут, когда вы вместе, вот на таких вебинарах он гораздо быстрее включается, гораздо легче энергия чувствуется. Ну, жалко, у меня места, конечно, помимо, то сейчас здесь не хватило так разойтись. А так, в целом, сейчас сидел, думаю, сейчас бы спать пойти, что ли. А тут сейчас уже думаю, как бы еще какие-нибудь дела-то наделать. У меня тут энергия прибавилась, куда бы ее сейчас направить. Так, всем энергии, всем любви. Мгм. Ну вот, да, это вот такое ощущение, одно из таких важных, когда человек начинает в потоке двигаться, у него энергия прибавляется. И он не теряет эту энергию. То есть обычно, когда человек делает какие-то движения, когда он делает какую-то работу, он обычно теряет энергию, и со временем у него этой энергии становится меньше. Это можно даже увидеть, если его измерять на кириллиановском аппарате, то можно увидеть, что его энергия стала поменьше после работы. А вот когда человек двигается в потоке, да, то есть, то у него вот происходит в конечном итоге увеличение его светимости, и даже если были какие-то дефекты светимости, они тоже начинают зашиваться и уменьшаться. Поэтому, если есть у кого-то... Виктория к нам присоединилась. Добрый вечер, Виктория. Так что победа, она с нами. А что другие ощущения? Значит, совершенно другие ощущения возникают, когда человек начинает двигаться в потоке. То есть, опять же, вот это вот состояние подъема душевного, и это как раз свидетельство того, что вот, да, действительно, человек попал в поток, и у него есть в этом потоке возможность проработать вот свою задачу, свою цель, согласовать ее с миром таким образом, чтобы она была во благо ему и во благо миру, и не только ему самому, но и вот как бы всем людям, которые есть вокруг и во всем мире, да? Поэтому не всякое желание должно исполняться, потому что иногда мы не можем сформулировать наше желание. Мы чаще знаем, чего мы не хотим, а чего мы хотим, мы не всегда этого понимаем. А вот здесь можно проработать желания, которые даже не сформулированы. Их вытащить, допустим, откуда-то из будущего и начать с ними работать для того, чтобы их можно уже было сейчас проработать, а в будущем они уже сами собой рассосались. Так, ну что, кто у нас еще хочет попробовать? А что-то другие слышали, чувствовали, пока он видел? Да, кстати, вот вопрос такой еще, что чувствовали другие наши участники, когда вы смотрели на Алексея? Какие-то были ощущения свои собственные? Может, кто-то скажет? Чуть погромче говорите, а то плохо слышно. При движениях, при музыке, и вот это то, что я вижу, у меня как бы тоже такой подъем был, и вовлекаешься как бы тоже в этот поток. То есть вот просто вот энергетика сразу большая такая становится, и ну как-то, как же еще бы объяснить? Ну, то есть ощущалось что-то. Свободно как-то становишься, легко, свободно, и все равно как бы вроде на окружающий мир. Как бы все хорошо, вот такое ощущение. Ну, замечательно. Спасибо. Андрей, что вы можете сказать? Как у вас, какие ощущения были? Меня, да, спрашиваете? А тут тоже легко становилось, подъем такой определенный чувствовал. И мне понравилось как бы наблюдать. Ну, вы сами сейчас хотите попробовать как бы вот подвигаться? Как у вас? Я могу, но по потоку я не уверен, что я смогу попасть в него. Здесь важно, чтобы начать и пробовать. Мы же сейчас как раз будем пробовать. Уверенность или неуверенность появляется, когда вы будете действовать. Ну вот давайте, Андрей, вы как бы, если есть возможность встать и подвигаться вот как бы стоя, то лучше всего. Да, музыку только вы там подготовите какую-то. Мы почему сейчас не включаем внешнюю, потому что важно, чтобы вы хорошо музыку слышали, чтобы она для вас была еще дополнительным оператором. Я надеюсь, задачу вы себе поставили? Да. Хорошо. Just started. When you hit the fuse out, there's not a reason
Нет, смотрите, вы сейчас начинаете, не думайте ни о чем, попробуйте думать о музыке. Вот что там за музыка звучит, какие там слова, о чем, то есть, и не думайте, о чем вы делаете, как бы, что там само будет происходить с телом, то пусть оно и происходит. Важно мысли занять чем-то другим. По частям. Сейчас. Я думаю, по частям. Отдельно руки, потом это продвигаться. Да. Но в целом, на самом деле, было вот, ну, общее ощущение, что что-то сдвинулось. Как бы вот какие ваши ощущения были? Ну, я сначала не мог, а потом уже что-то стало получаться, так скажем. Честно. Ну, так интересно, такие ощущения, там волны такие, в общем, как бы интересно, да, то есть, как бы, поднимающиеся, да, то есть, так интересно, даже глаза закрыл на какое-то время, то есть, так интересно было.
Спасибо. Какие-то картинки появлялись, когда глаза закрыты были? Да, вот такие вот волны, как бы сказать, вот я даже, ну, вот, не знаю, на темном фоне беленькие такие, несколько так вот, ну, были, да, такие волны. Вот. Ну, не совсем правильно, ну, как бы, такие, красиво достаточно. Море волнуется раз. И это, наверное, что-то из Бургаса, море. Волны, наверное, это оттуда. Может быть. Вас манят к себе. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вот. На самом деле мы видим, да, то есть движения, может быть, выглядели несколько однообразно, но мы говорим, что здесь, кроме того, что двигается тело, еще двигается душа и разум, да, то есть и поэтому можно вообще стоять, да, то есть и тем не менее будет происходить движение, и это остальными будет ощущаться, да, то есть а вот генофон движения, он постепенно может нарабатываться. Вот когда мы эксперт-операторное взаимодействие начинаем практиковать, да, то сначала это какие-то такие достаточно корявые движения, но потихоньку, когда человек начинает это ощущать, у него движения становятся более разнообразными, более интересными, да, то есть и он даже сам это с удивлением начинает обнаруживать, что вот как-то раньше он не умел это, а вдруг почему-то стало получаться. Но это, опять же, надо практиковать, так сказать, что вот прямо так вот раз и все сразу получится, это нельзя. Поэтому... Начало есть. А? Начало есть. Да, но начало есть, уже мы говорим, что некое ощущение поймано, да, то есть дальше его можно развивать, усиливать и отрабатывать. Вот, ну что, теперь, наверное, мы к надежде. Да, у нас и надежда есть, победа есть, так что мы теперь попробуем. Я? Да. Вы меня плохо слышите, да? Нет, слышим вас хорошо. Поэтому мы вот ждем, чтобы вы нам музыку заведете какую-то, Нашла тут одну единственную, которая вам нравится. стоит на поле. Стул отодвиньте в сторону, чтобы он вам не мешал. Keep on falling, I'm falling, falling. This is not right. When human nature feels the sound, it stands down and justify. Keep on falling. Just keep on making. Just keep on making. I see eyes are lying, blues are falling, falling. I see eyes are trying, keep on falling, falling. This is not right. When human nature feels the sound, it stands down and justify. Keep on falling. Just keep on making. Just keep on making. Спасибо. Молодец, отлично. Так радостно, так приятно. Я вот в каком-то потоке, как будто в вихре. И перед этим я загадала.
Ну, замечательно, хорошо. Все пойдет на исполнение. Ну, конечно, в этом мы и не сомневаемся. Как раз для этого, в общем-то, все и делается, чтобы мы могли исполнять свои желания, но чтобы желания у нас правильные возникали, да, то есть чтобы мы именно те желания, которые нам надо, которые именно соответствуют нашей жизни, нашей реальности, нашим задачам. Вот. Это вот одна из техник, она очень мощная, потому что эта техника, в принципе, имеет массу возможностей развиваться. Мы можем организовать, как мы видели вот на Бургасском семинаре, парное взаимодействие, несколько человек, когда начинают взаимодействовать, когда они не одни на площадке, да, то есть и тем самым создается свой рисунок. То есть каждый человек на самом деле фактически является такой, я говорю, многострунным инструментом, да, то есть которым вокруг него натянуто множество таких вот цветовых струн, и он в этот момент он может ощущать, как вот на этих струнах, как бы на световых, начинает играть, да, какую-то мелодию, или из этих струн сплетается что-то, какой-то новый свет. И свет, который от него идет, он вплетается вот в эти вот световые волокна. И из этого формируется такой вот световой кристалл, который уже начинает проявлять вот эти вот наши мысли, желания, чувства в этой реальности. И мы уже становимся, говорю, таким объектом, от которого на самом деле много начинает зависеть, а не только вот его собственная личная жизнь. Что, в общем-то, мы, говорю, вот, по моему мнению, должны научиться в этой реальности быть проявителями вот этих вот структур, которые нужны не только нам, а всей цивилизации. И это нам пригодится вот уже где-то в следующей жизни. Значит, что еще хочется... Да, вот тут Артур написал нам, что вот когда вот еще Алексей у нас двигался, то у него возникло... Тоже тело включилось, но оно не повторяло, а у него были свои собственные какие-то движения. Вот. Ну вот, когда вы можете на самом деле не только смотреть, но одновременно тоже двигаться вот в наших светличных играх. Значит, еще раз напоминаю, что у нас появилась теперь возможность индивидуально поработать с каждым, если есть такое желание. То есть пишите на почту, я сейчас ее еще раз напишу. Это почта blago.lik@gmail.com. Вот. И записывайтесь, будем договариваться о времени. Можно воспользоваться также еще Вайбером, WhatsApp. Я сейчас введу телефончик, по которому можно ввести мой WhatsApp или Viber. 572-5743. Но не звоните по обычному телефону, то есть все равно брать не буду. Вот. А если вы введете Viber, WhatsApp, то можно будет попереписываться и уточнить время, задачи, и когда мы можем наиболее эффективно как бы, вот, проработать эти вопросы в индивидуальных каких-то практиках, которые могут быть проработаны уже более глубоко. Потому что вот в рамках светличных игр коллективных мы, к сожалению, много вопросов проработать не в состоянии индивидуально. Вот. Ну и опять же не забывайте, что у нас в Бургасе будет большая игра с призами, кстати, так что она не просто так будет. И есть возможность поучаствовать и очень хорошо погрузиться вот в новую реальность, совершенно изменить свое ощущение, вот, поменять свои взгляды на мироздание. Свои задумки и желания надо запускать именно так. Ну, на самом деле, не только так. Можно, у нас много всяких вариантов по тому, как можно это все запускать. Просто вот мы сейчас отрабатывали практику взаимодействия с потоком через движение тела, да, то есть можно через движение разума, через движение души, можно через взаимодействие с другими людьми отрабатывать вот эти вот взаимодействия. Наиболее эффективно было бы, вот если бы вы могли бы парами взаимодействовать, хотя бы парами, да, то есть можно больше людей вовлекать в это дело. Вот у нас в Румынии
ребята организовали Бионет-клуб. Ну, те, которые организуют нам семинары там. И те, кто, участники, которые были на семинарах, они туда приходят раз в неделю и занимаются, ну, как бы тоже и колбасятся, и делают какие-то другие практики, то есть нарабатывают вот эту свою чувствительность, нарабатывают возможность использовать свое тело как инструмент. При этом практикуют как бы с разными зельями, светлицами, с разными направлениями. И это дает свои плоды, потому что когда мы приезжаем в следующий раз, допустим, мы чувствуем, что уже люди совсем по-другому подготовлены, и уже мы можем на семинаре что-то строить, выстраивать совсем другого уровня задачи решать, как бы более глобальные, более интересные, более глубокие, а не только как бы вот пробовать что-то там зачищать в тех людях, которые приехали. Значит, кроме этого, еще вот хочу сказать, опять же, что у нас есть вот такое, появилось новое изделие, называется биоянтра. Биоянтра – это антипаразитарная такая штука, которая позволяет избавляться от паразитов в собственном теле. То есть, что происходит при использовании ее? То есть, вот, проводили исследования на приборах, которые могут измерять количество там, паразитов и качество, какие там есть, да, то есть хотя бы ну, приблизительно. То есть прибор показывает, что вот столько-то таких, там столько-то грибов, столько каких-то еще паразитов. И человек приходит, периодически измеряется, там раз в неделю видно, что месяц-два, и прибор уже ничего не показывает. То есть это значит, что если что-то и осталось, то оно стало безвредным для человека, и человек, организм уже сам с этим может справляться, и уже это сильно улучшает дело. Почему это происходит? Потому что биоянтра позволяет отстраиваться вот этих структур, как бы привнесенных, да, восстанавливать свою структуру таким образом, чтобы то, что за нее цеплялось, оно перестает цепляться, ну, как бы автоматически. И оно начинает жить своей жизнью. То есть это не борьба с паразитами, это возможность от них избавиться, то есть чтобы они шли туда, где им лучше всего, то есть в другую реальность, из которой, да. Вот у нас есть Алексей, который у нас уже имеет такую биоянтру, а давайте его спросим, его ощущения от использования биоянтры. Она у нее не так давно появилась, но вот уже, думаю, что там есть. У меня 4, наверное, она мне такая. Но в целом она очень мощная штуковина, такая энергетика по ней достаточно, это необычно для меня, я очень легко переношу, то есть взаимодействие со светлицами. У меня такого, в общем-то, такого прессинга, как говорят другие, не было никогда. Вот. Но вот это удивительно, что от этого немножко меня так поприжимало. Пару ночей я все же это так с трудом поспал. То есть достаточно какая-то внутренняя работа идет. Не могу сказать, чтобы это что-то есть какие-то изменения, вот прям так, ох. Но если вот такие как бы по внутренним ощущениям меня так прессуют понемножку, то, видимо, да, работа какая-то идет. Раньше я такого от светлиц не было у меня такого. Так что через месяц я пойду сделаю анализы, скажу, что там будет. Но для этого надо было анализы предварительно сделать, чтобы знать, что начали. Я что-то пролетел. Когда можно сравнивать, а когда у вас там будет какая-то другая картинка. Ну, смотрите, вот у нас в инструкции, если вы внимательно почитаете, там написано, что начинать надо с небольшого времени, не постоянно как бы сначала, а по ощущениям. Почему? Потому что то есть вот если какая-то паразитарная система с организмом связана, да, то есть начинается некое отторжение, да, сначала, то есть и организм начинает ну, как бы перестраиваться на другой режим, да, то есть вот эта перестройка, она, чтобы она комфортно проходила и не было каких-то неприятных ощущений, поэтому надо это отлавливать, эти состояния, то есть чувствуете, что что-то вот не очень приятно, ну, отложили ее в сторону, да, то есть потом опять взяли, и таким образом как бы итерационно потихоньку накапливаете время взаимодействия. Тогда это даст возможность более плавно войти в эти режимы, и эта перестройка будет легко и непринужденно проходить. Есть вот отзывы, когда люди говорят, у кого-то какие-то опухоли прошли, у кого-то какие-то там папилломы отвалились, у кого-то началась какая-то восстановительная работа в организме, то есть у людей разный опыт есть, но тем не менее большинство людей отмечают, что есть положительные изменения в мироощущении и во взаимодействии с другими людьми.
Поэтому, если кто хочет приобрести, мы ее нигде не выставляем, тоже опять пишите на почту, и тогда будем договариваться, как практически реализовать это дело. То есть в рознице стоимость ее 12 800 рублей. И для вот участников игр скидка 10%, если вы хотите. Вот, поэтому, может быть, она не вам только пригодится, может, еще есть люди, которым это будет интересно. Поэтому вот, если напишите на почту, я вам пришлю описание, и вы можете более внимательно с ним ознакомиться. На нашем магазине мы ее даже тоже еще не успели выставить. Пока так продвигаем потихоньку. Так, Артур вопрос задал, сейчас я отвечу. Вот это прессует тело из очистки. Наверное, все же есть какое-то ощущение телесного напряга, но оно не критичное. Понятно, что если что-то от нас выходит, то оно может как-то в первую очередь не очень привычное ощущение возникать. Смотрите, есть на самом деле, мы тут как-то сравнение такое делаем. И представьте себе заключенного, которому гиря привязана к ноге, и он 40 лет ее таскает, эту гирю, да, то есть, а потом его взяли и отцепили. У него же все начнет меняться, ему будет в первое время даже некомфортно, что он как-то теперь чего-то не ощущает того, что было раньше. Поэтому здесь могут быть подобного рода, то есть это неплохо на самом деле, да, то есть, но это просто какие-то изменения, которые вы в себе ощущаете как некий дискомфорт, из-за непривычности. На курильщиках тестировали, не тестировали, но я знаю одного курильщика, который избавился от курения, от того, что у него начал с биоянтрой взаимодействовать, и почему-то у него пришло желание бросить курить, хотя у него присутствовало и раньше, но он никак не бросал, а тут вдруг раз и бросил. Это такого человека я знаю. Поэтому возможно, что оно тоже способствует избавлению от каких-то вредных привычек. Но тут надо, чтобы сознание возникло, что это ему надо, есть такая необходимость. Да, еще раз напоминаю, что у нас есть технология трансляции структур, и мы ее сейчас отрабатываем. Кто хочет подключиться к тестированию этой технологии, пишите, опять же, на почту, и мы можем вам там 1-2 структуры бросить для того, чтобы вы могли с ней с новыми структурами повзаимодействовать. И кроме этого, есть возможность продвижения этой технологии в очень широком смысле. То есть на различных предприятиях, различных технологиях, в различных технологических процессах, в пищевых и прочих. Будут ли продаваться светлицы в виде файлов, как для игр, чтобы избежать износа их? Да, будут. Скоро мы протестируем систему. У нас сейчас отлаживается система продаж этих трансляционных светлиц. И мы ее как отработаем, то будем ее предлагать людям. Значит, если кто заинтересуется вопросами продвижения этой технологии трансляции для предприятий каких-то, для бизнесов и так далее, я могу, опять же, скинуть файлы с описаниями этих технологий. Срок будет ли ограничен? Срок будет ограничен. В зависимости от проплаты, обычно, наверное, мы будем делать на квартал с оплатой поквартально. Кто хочет, дальше, значит, следующий и так далее. Но это будет существенно дешевле, чем стоимость, конечно, такой светлицы, вещественной, с одной стороны, а с другой стороны, что дает возможность этой трансляционной? То есть, что вы можете их сделать несколько для своих родных, знакомых и попробовать на них. Да, это будет трансляция этих структур через какие-то трансляционные файлы, как это мы делаем для игр, но это будет уже коммерческий продукт. Можно несколько светлиц загрузить одну флешку, и получится, что не нужно много светлиц. Да, и там как раз в этой системе, которую мы сейчас делаем, можно будет к одной картинке прицепить сразу несколько структур и одновременно ими пользоваться.
И можно будет тогда, естественно, родных подключать, давать им эти вот картинки, распечатывать им, и они будут тоже пользоваться вместе с вами. Сергей Геннадьевич, извиняюсь, можно вопрос? А что за обследование на паразитов? То есть я просто прослушал, извиняюсь, то есть там на грибы, там на каких там простейших или так далее, или я не совсем понял. Есть, на самом деле, если делать анализы какие-то, это будет дорого, потому что такие анализы на каждый вид делаются, да, отдельно, и если в совокупности набрать их, то это будет очень дорогой анализ. Вот. Но есть приборы биорезонансные, то есть их тут надо в интернете поискать, возможно, в вашем городе тоже есть, на которых сразу как бы они по биорезонансу, по каким-то частотам видят сразу спектр вот этих вот каких-то грибов и выдают вам в виде списка этого, сколько процентов их там у вас есть. И вот те приборы, на которых мы проверяли, там видно, что через некоторое время их становится меньше, 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 и через какое-то время они вплоть до нуля исчезают от применения биоянтры. Картинки действуют 2 недели. Нет, там картинки будут действовать, наверное, квартал. Ну, то есть там зависит, может, месяц, кто-то месяц, кто-то квартал, кто-то, может быть, на больший срок. Все зависит от того, какая стоимость будет. Ну, у нас таких как бы нету, но мы не так давно и сделали, что мы пока имеем результаты, что люди начали пользоваться, через некоторое время у них это все обнулилось. Что потом они перестают пользоваться, что у них там будет потом, мы, к сожалению, пока не знаем. То есть, ну, что значит пользоваться? Ну, таскай ее с собой дальше, и все, что там. Наша энергия никакой не потребляет. Хотел спросить, а там bioyanta.ru, это что такое? Это мы делаем отдельный сайт для... Еще он пока не заработал, пока там совсем другая информация выставлена. Значит, на этом сайте будет как раз посвящен именно биоянтре, то, что есть люди, которые хотят заняться серьезно ее продвижением, масштабно. Поэтому под это изделие делается отдельный сайт. Ну, я думаю, что если когда она у нас пойдет массово, если, то цена, может быть, начнет снижаться. А может быть, мы потом сделаем какой-то другой массовый продукт, который мы сможем продвинуть еще отдельно. То есть у нас вот сейчас вот мы тут рассылали, это Алексей тоже одну структуру разослали, еще там у нас есть человек, который подключился к ее тестированию. Поэтому связано тоже с всякими исцеляющими программами. То есть, опять же, исцеление как восстановление целостности организма, убирание тех искажений, которые приводят к каким-то болезням. То есть, это не заменяет какие-то там методы лечения, которые назначают медики, то есть, а дополняет их тем, чтобы процессы эти восстановления шли более эффективно. Но это еще, кроме всего прочего, восстановление целостности с точки зрения того, что у человека есть какие-то цели, и цели иногда бывает человеку трудно сформулировать. А вот это изделие может позволить сформулировать их более четко, потому что целостность, она начнет проявляться не только вот на физическом плане, но и на духовном, на ментальном, на душевном и так далее. Да, насчет вот этой эксперимента я бы хотел сказать, что вот в моем варианте он проявляется более ярко, чем вот если бы была отдельная картинка, то есть с файлом. То есть в таком варианте, как у меня, он гораздо ярче, вот это ощущение от изменения внутренней от структуры светличной. Ну, имейте в виду, что с файлом Горяевским, когда мы связали, да? Да? Ну, это вот мы попробовали, для Алексея заказывал в свое время у Горяева свой там личный файл, и мы попробовали связать структуру именно с этим файлом. И вот Алексей говорит, что очень интересные дополнительные ощущения появились у него от этого. То есть мы можем по-разному эти технологии использовать. Я говорю, что вот на самом деле для промышленных предприятий, те, которые выпускают продукцию массового спроса, ну там продукты питания, там какие-то напитки, одежда, обувь, там, все что угодно, что люди используют в своей жизни. Туда можно встраивать структуры вот в виде таких файлов, которые будут там работать. И это уже, соответственно, массовое производство, которое позволит на самом деле использовать эти технологии очень широко. И здесь не надо будет кого-то убеждать, потому что мы не будем
всем потребителям, говорить, что там какие-то есть структуры. Пользуйтесь, и от этого конкурентоспособность товаров, в которых эти структуры будут встроены, значительно вырастет, потому что они будут более интересны людям и создавать им больше положительных эмоций, потому что большинство людей даже на неосознанном уровне ощущают эти структуры. Другое дело сформулировать эти ощущения, им очень сложно. Им кажется, что ничего не происходит, когда они с ними взаимодействуют. Ну и не важно, пусть что им кажется, важно, чтобы это начало массово применяться, потому что кроме этого будет еще социальный эффект. То есть это будет уменьшение напряженности между людьми, это будет повышение возможности им друг с другом договариваться, жить счастливой жизнью. Поэтому вот подключайтесь к этим программам, которые у нас есть. Поэтому, если кому интересно, я говорю, в описании этих технологий мы можем выслать в виде файлов. Почитайте, и, глядишь, у вас появится мысль, как это двинуть в вашем регионе, в ваших краях, как найти тех людей из бизнеса, которым это может быть интересно. Ну и, соответственно, у вас тоже появится возможность зарабатывать гораздо больше денег, потому что от того, что вы примете в этом участие, вы тоже получите определенный процент от этого. Давайте двигаться всем вместе к светлому будущему, в котором, понятно же, будут жить же светлые люди. Ну вот, давайте количество светлых людей увеличивать в этом мире. Ну что ж, тогда, если вопросов нет, тогда большое спасибо за участие. Пишите, задавайте вопросы. Будем договариваться об индивидуальных программах. До свидания.